А перед началом видео советую заглянуть на канал «Темное течение». Канал «Темное течение» расскажет вам самые ужасные истории. Призраки, демоны, оккультные науки и многое другое ждет каждого, кто осмелится войти. Поддержим автора подпиской, чтобы не пропустить новые выпуски страшных историй. Ссылку на канал найдете в описании под видео. Догадался. Рассказ моей мамы, далее от ее лица. Родилась я в глухой вологодской деревне в конце 30-х годов прошлого века. Мой папа, твой дедушка, всю свою сознательную жизнь был председателем колхоза. Так его и звали, вечный председатель. Коммунист и атеист до мозга костей, бесстрашный умный человек. За ум, смелость да за смекалку взяли его в полковые разведчики во время Великой Отечественной войны. Прошел он почти до Берлина, и только рядом разорвавшийся снаряд не позволил отцу написать свое имя на Рейхстаге. И вернулся он домой весь израненный, покалеченный, но главное живой. Да это все присказка, а история будет впереди. И так приключилось это с отцом вскоре после войны, в один из теплых летних деньков. Пошел отец как-то проведать своих колхозников на дальние поля. Это километров 15 от деревни будет. Своего выездного жеребца он врачихе отдал. Ей срочно нужно было по делам отъехать. Ну а сам пешком подался до колхозников, свистнув свою верную собаку-клубку. Дошел до полей, все проверил. Кому подзатыльников за леность отвесил, кому слово доброе за труд его сказал. Ценные указания всяко разные отдал. Каши колхозной похлебал, да и до дому собрался. Тут ему повариха тетя Поля и говорит: «Не ходил бы ты, Федор, на ночь глядя по лесам да по болотам. Не ровен час леший тебя с пути собьет, да в болоте вонючем утопит». «Что ты, Полина, фронтовика и коммуниста лешими пугаешь? Это же смешно. Я фашистов не боялся, в окопах гнил и мерз. А ты леший. Тьфу ты, темный ты человек, Полина». И собрался отец идти до дома. И действительно, чего ему бояться? Ружье на плече, рядом верная собака, впереди знакомая тропинка. И километра не прошел, как туча набежала с ветром ураганным да грозою. Ему бы обратно вернуться, да перед Полиною неудобно. Сам же нахвастался, что ему все нипочем. Ну, прибавил шагу да вперед, а дождь хлещет, но никакой мочи нет. Весь промок, а до дома еще с 10 километров пилить. Тут вспомнил отец, что рядом охотничья избушка имеется. Но он туда, обогреться и отдохнуть. Еле в ночи он ее отыскал. Усталый и мокрый в избу зашел. А собака раз и под нары забилась, да в самый дальний уголок. Лежит там вся трясется. Дрожь такая ее взяла, что пол ходуном ходит. Наверное, замерзла, подумал отец. И давай печку растапливать, благо рядом дрова сухие лежали. Все как надо в печке разложил. Бересты побольше добавил, спичку поднес. А нет, не загорается. Вот беда-то. Отец чертыхается, на коленках ползает, на слабо тлеющий огонек пытается дуть. Да куда там, не горят проклятые эти дрова. Отец уже и трубу проверил, и дрова мелко-мелко расколол. Они не горят, злыдни такие, только дым густой валит. И в этот самый момент по двери избы на забор прикрытую кто-то со всей дури так долбанул, что щеколда вылетела и дверь настежь отворилась. Отец аж подпрыгнул от неожиданности, схватил ружье и закричал: «Кто здесь? Выходи давай!» А гроза уже утихла, ветра нет, только капли дождя зловеще по крыше барабанят. Вышел отец из избы, вгляделся в темноту, а нет никого. Он опять в избу зашел, хорошо топор был. Так он щеколду на место прибил, дверь закрыл, да снова за костер принялся. Только нагнулся, вдруг опять со всей дури кто-то по двери дал так, что щеколда отскочила. Дверь отворилась, а собака испуганно заскулила. Понял отец, что дело нечисто. Собака у него злющая была, охотничья, на зверя натасканная. Если бы человек за порогом был или медведь, она без всякого страха кинулась бы, а тут лежит и как щенок плачет. В третий раз уже не решился отец встать и дверь закрыть.
а только ружьем потянулся к ней и стволом осторожно так стал ее прикрывать. А с той стороны кто-то снова по двери как даст со всего маху, так мушка на стволе в сторону и свернулась. Вскочил отец, аж мурашки по коже пошли. Смотрит, а в проеме Васька, друг закадычный, стоит. Сколько с ним было связано счастливых воспоминаний детства. Рыбалка, походы в ночное время и невыносимая горечь, когда узнал, что лучший друг сгинул в адском котле войны. А тут снова живой и невредимый, молодой и веселый. Руки для объятий распростер, улыбается, а глаза злые-злые. Отец только и прохрипел сдавленным голосом: «Васька, ты?» А сам ружьем Ваську целится, весь в мокром поту от происходящего. Что делать не знает. И враз промелькнуло в его голове воспоминание. Не зря в полковой разведке служил, остался еще порох в пороховнице. Что когда-то его жена детям, собирающимся в лес, наказывала: «Возьмите с собой обязательно соли пригорошню. Если заблудитесь или нечистый с вами играть вздумает, то рассыпьте соль. Мигом леший отстанет, да и дорогу назад найдете». Хорошо, что у запасливых охотников и соль в избушке оказалась. Схватил отец горсть, сначала в печь бросил, а другую горсть соли Ваську, дружка своего закадычного, уже через порог перешагнувшего. Как в печи все радостно загудело, затрещало. Пламя рванулось из печи наружу, на какую-то долю секунду ослепив отца, а когда вернулось зрение, Васьки уже не было. А в ночи в тишине раздался страшный треск, словно кто-то деревья с корнями стал выламывать, и крик нечеловеческий, сотрясший всю округу: «Догадался!» Протяжное эхо подхватило этот крик и еще долго звенело в округе. «Догадался! Догадался! Догадался!» Николай. Рассказала мне эту историю бабушка, а она в свою очередь услышала ее от одной женщины, своей коллеги по работе. Рассказ буду вести от имени той женщины. В детстве приключилась со мной история одна. Сколько лет прошло, а я до сих пор все помню, будто вчера случилось. Было мне тогда 12 лет. Война не так давно кончилась только. Жили мы с родителями в городе, а бабушка с дедом в деревне за несколько сотен километров от нас. Нечасто мы их навещали. Сама понимаешь, время нелегкое, да и расстояние не близкое. Но уж если и собирались к деду с бабой ехать, то перед этим всегда телеграмму посылали им, где указывали дату и примерное время прибытия поезда на ЖД-вокзал, который находился за пару километров от их деревушки. А все для того, чтобы дед нас встретил на повозке своей, так как дорога от вокзала к деревне шла через лес, да и с вещами неохота пешком столько идти. Помню, зима тогда была в самом разгаре, а зимы ты знаешь, какие раньше у нас были суровые, не то что сейчас. Мой отец решил наведаться к своим родителям в деревню и меня с собой взял. Само собой, как положено, не забыли отправить телеграмму за пару дней до выезда. На поезде мы без приключений добрались до нужного пункта, вышли на вокзале и стали ждать деда. Около часа уже прошло, деда так и не видно, а на улице-то мороз сильный, не май месяц же. Подождали мы еще немного и решили уж сами идти пешком до деревни, а это примерно километров 10. Отец начал свою бутылку самогона, которую взял с собой в поездку, чтобы хоть как-то согреться. Мне дал конфет, и мы отправились по дороге, идущей через лес. Бояться было особо нечего. Дорога была почти прямая, непрерывистая, разве что диких зверей тогда в лесах водилось немало, но оставаться на вокзале тоже был не вариант. Не прошли мы еще и пятой части пути, как начало темнеть. Зима ведь все-таки, темнеет рано. Пока шли, отец незаметно для себя почти опустошил бутылку с самогоном и был уже изрядно пьян. Мы остановились передохнуть. Отец сел на сумки с вещами, перекурил и задремал. Как я ни старалась его привести в чувство, уговаривала пойти дальше, холодно же, да и стемнело уж, все было безуспешно. Вокруг темно, страшно очень.
Я упала на колени, заплакала и начала вслух читать молитвы. Да какие там молитвы? Мы их и не знали в то время. Просто просила помощи, сама не знаю у кого. Немного успокоившись и перестав плакать, я вслушалась в тишину и услышала шум неподалеку да скрип снега. Через пару мгновений из темноты показалась повозка, запряженная красивым жеребцом, а на повозке мужчина лет 50, аккуратный такой, с важным видом. Вдруг на его серьезном лице появилась добрая улыбка, и он обратился ко мне. «А чего это ты тут делаешь ночью в лесу?» Я рассказала ему о том, что мы с отцом ехали в деревню к бабушке моей, что нас должны были встретить с поезда, но никто так и не приехал. «Давайте-ка быстро забирайтесь ко мне на повозку, накиньте тулупчик, что лежит там, согрейтесь хоть немного, довезу вас до деревни», — с улыбкой произнес мужичок. Мы с отцом залезли на повозку, прикрылись старым тулупом и поехали в сторону деревни. Наверное, эта бабушка за нами послала его, но почему не сразу? Доехали мы очень быстро, по дороге не обмолвились ни словом. Уже слезая с повозки, мой отец поблагодарил нашего спасителя и спросил: «Кто ты такой и как тебя звать хоть?» «Я конюх в соседней деревне, Николаем звать меня», — ответил тот и мигом скрылся за поворотом. Дошли мы с отцом до нужного домика. Там уж встретили нас бабушка с дедушкой, откормили, отогрели. Чуть позже бабуля слегка возмущенно спросила, почему мы не отправили телеграмму им о том, что собираемся ехать. Отец ответил, что отправлял телеграмму, как положено, за пару дней, на что бабушка ответила: «Не получали мы ничего, наверное, на почте что случилось. А как вы добрались-то сюда?» «А нас в лесу подобрал конюх один с соседней деревни, Николай», — ответила я. «Конюх? Николай? Да нет у нас таких и не было, сколько себя помню», — сказал дед, вопросительно посмотрев на меня и на отца. «Ну уж не знаю, кто он был, но главное, что мы сейчас здесь. Всяко лучше, чем мерзнуть в лесу», — усмехнулся отец. Дальше мы начали рассказывать, чего у нас в городе нового, и как-то забыли про этот случай. Прошло много лет, развалился Союз, церкви и храмы открылись. Можно было уже ходить туда без риска для себя и своих родных. Я на старости лет подалась в веру и, как и многие, тоже начала ходить в церковь. Зайдя в собор, я почувствовала какое-то притяжение, и ноги сами меня повели к одной из икон. Взглянув на эту икону, я увидела на ней уже знакомое лицо. Лицо, которое я помнила с детства, с той страшной морозной ночи в лесу. Лицо моего спасителя. Это была икона Николая Чудотворца. И с того момента, приходя в церковь, я сразу же иду к этой иконе, чтобы еще раз поблагодарить своего спасителя Николая. Заблудился. Дело было в начале июня на даче. Гулял я допоздна в небольшой компании. Мой друг Макс и две девушки, живущие там на постоянной основе. Конечно же, они пили спиртные напитки, а я грыз семечки, так как пить мне нельзя из-за только перенесенного лечения. Время уже за полночь, алкоголь у моей компании закончился, но им же мало, и поэтому надо еще. Почти единогласным решением, а вы, конечно, понимаете, кто был против, собрались идти в магазин. Дело в том, что ближайший магазин закрывается в 10, а следующий находится за трассой через Прилесок. Собственно, через Прилесок ближе, там всего минут 20 идти, а по дороге до трассы минут 40 точно выйдет. Девушки наотрез отказались сократить дистанцию нашего путешествия, сославшись на то, что они на каблуках. Вот я всегда не понимал местных девушек. Какое им удовольствие, да и смысл ходить по безлюдным улочкам деревеньки на каблуках по кочкам и ямам. Мне вообще не хотелось идти в этот магазин, да еще и ночью. Короче, я пошел напрямую через Прилесок. Думаю, дойду до магазинчика, посижу там их подожду, мороженое пока стрескаю. Ну и как вы понимаете, зря я туда вообще один ночью пошел. Прилесок этот небольшой, тянется вдоль трассы, а через него метров так 200-300 и я на трассе.
Еще немного вдоль дороги, и вот он, круглосуточный магазинчик. Иду я по этому мини-лесочку, подсвечиваю телефоном под ноги, параллельно думаю о всем подряд. Вообще сумбур какой-то в моей голове был тогда. Все бы ничего, но начинаю понимать, что очень я долго через прилесок этот иду, а конца ему не видать. Тогда я остановился, стал прислушиваться к звукам проезжающих машин на трассе. Очень странно, но ничего вообще не слышно. Вот, кстати, тогда я и понял смысл выражения «гробовая тишина». Это как раз была именно она. Пока я пытался услышать хоть какие-то звуки с трассы, эта тишина настолько стала давить на меня, что мне даже не по себе стало. Было настолько тихо, что биение собственного сердца мне казалось как удары в барабан, хотя ритм его был спокойный. Думаю, Максу надо позвонить. Блин, и что ему сказать? «Макс, я, кретин, в 3 соснах у трассы заблудился». Ну, делать больше нечего, набираю номер, а он, не дозваниваясь, сразу скидывает. Смотрю уровень сигнала, а он даже сеть не ловит. Вот тогда мне и стало не по себе. Вышка-то оператора в 3 километрах от меня находится примерно. Что самое главное, даже света от фонарей с трассы не было. Да и шел по тропинке, и даже стоял на ней, когда оглядываться начал. А теперь ее нет, и куда идти я вообще не имел ни малейшего понятия. Про себя я все думал, заблудился, блин, в 3 соснах, с детства тут хожу. И еще минут 5 шел предположительно в том направлении, откуда я пришел. Странная штука, деревья все более плотно начинали расстилаться, много кустарников с достаточно неприятными ветками. Такое чувство, что я вообще в самой чаще леса. Посмотрел на небо, его вообще еле видно из-под деревьев. Сеть все так же не ловит, конца леса не видно. В общем, жопа полная. Тут вспомнил, что в телефоне есть навигатор. Вот мое спасение. Но он тоже не работал. Вернее, работал, только показывал он якобы я где-то в лесу Тульской области, а я в Московской. В общем, одни расстройства. Бродил я еще где-то минут 30 безрезультатно. Даже уже начал думать о ночевке в лесу. И в этот момент меня как будто сзади ударили чем-то тяжелым. Посыпались искры, и в голове все сотряснулось. Я даже упал на колени. Несколько минут интенсивно моргал глазами и тряс головой, чтобы прийти в себя. Кое-как очухался, поднялся. Смотрю, а я стою практически у самой трассы. Я вылез из этого лесочка. В кармане завибрировал телефон. Посыпались СМС. Ну нормально, друг переживал. 34 раза звонил и несколько СМС прислал примерно такого содержания. «Гребаный придурок, ты куда пропал?» И это я еще смягчил. Смотрю на часы, время 4:23 утра. И достаточно светло уже, я даже не сразу заметил. Это меня вовсе выбило. Как я мог до утра блуждать, когда всего-то около часа пытался выбраться? Для себя я решил больше не экспериментировать с такими прогулками по ночам. Плохой дом. Прочел я как-то рассказ о том, как парень заблудился в лесу, и вспомнил, как заблудился в лесу я. А заблудился я аж на 2 суток. Было это в 2004 году. Мне было 20 лет, и так как я тогда лишь недавно вернулся из армии, я по полной программе наслаждался любимыми занятиями, наверстывал упущенное за 2 года службы, так сказать. Дело было осенью или ближе к осени. В общем, договорился я с пару друзей съездить в лес по грибы. Живу я в Москве, а за грибами ехать, само собой, в Подмосковье. Но с утра пораньше я и поехал. Приехал на нужную станцию и очень огорчился на обоих друзей, когда, позвонив им, узнал, что и один, и второй ехать передумали. Не выспались они, видите ли. Ну, думаю, хрен с вами, господа. И, сойдя с платформы, топаю к лесу. Уже через час я набрел на шибко-грибную поляну, и, как вы уже догадались, увлеченно занявшись сбором грибов, не заметил, как попал в самую глубь леса.
Посмотрев на часы, я удивленно расширил глаза, осознав, что я брожу по лесу уже больше 4 часов. Обе корзинки ломились от грибов, спортивная сумка от них тоже трещала по швам. А я понял, что не знаю обратной дороги. Нет, заряд моего телефона еще не сел, сеть слабо, но ловила. Да вот был ли смысл кому-то звонить? Как я объясню, где я? У березы, что слева от дуба и справа от ясеня? Конечно, нет. Я бродил по лесу до ночи, поужинал грибами, которые пожарил на костре. Отправившись дальше, набрел на маленькую избушку. Думаю, лесника нашел, спасен. Но, войдя в избушку, понял, что никого в ней нет. Лег спать на матрас, который был расстелен в углу и, видимо, служил кроватью лесника. Уснул я быстро с мыслью, что лесник скоро вернется. Проснулся я уже днем. Никого по-прежнему не было, а меня пробрал страх. И его не описать словами. Стены были увешаны рисунками и картинками, изображающих страшные сцены и лица. В углах стояли иконы, но не христианские. От них явно пахло сектантским душком. Любой другой пулей бы вылетел из этого дома, но я как зачарованный разглядывал эту обитель зла. Заметив погреб, я как последний кретин открыл его, спустился и стал вглядываться в темноту, но донесшийся из угла крик «Иди отсюда нахер, падла!» все же заставил меня убежать без оглядки от этого поганого места. Я еще долго бегал по лесу и, сам того не заметив, добежал до электрички. Пришел в себя я уже чуть ли не подъезжая к своей станции в Москве. Тут и осознал, что потерял в лесу и грибы, и телефон, и даже пальто. Как умудрился, сам не знаю. Никому эту историю не рассказывал. Друзьям, которые меня обыскались, придумал байку. А вот вам наконец-то все решил рассказать.